Всем привет! Вы на канале Family Trip, семейные путешествия. И сегодня мы погуляем по прекрасному испанскому городу Аликанте. Мы пройдемся по известной набережной Аликанте, заглянем на улицу с гигантскими грибами, насладимся пляжем, увидим вертеп, занесенный в книгу рекордов Гиннесса, и в заключение поднимемся на крепость Санта-Барбара, чтобы полюбоваться городом с высоты птичьего полета. Подписывайтесь, чтобы нас не потерять, ставьте лайки, пишите комментарии и присоединяйтесь к нам в Инстаграм. Там мы выкладываем много красивых фото из наших путешествий. Итак, поехали! А едем мы из Бенидорма. Весь маршрут нашего большого зимнего путешествия в Испанию вы можете найти в описании к видео, а также посмотреть другие видео. Мы въехали в Аликанте, и сейчас мы едем к крепости Санта-Барбара. Вот впереди уже показалась крепость Санта-Барбара. Сейчас мы туда постараемся подъехать на самый верх. Раньше там был подъезд, сейчас посмотрим, как там сейчас. Я знаю, что еще со стороны пляжа можно подняться на лифте, на таком специальном, но мы постараемся подъехать на машине и там погулять, поснимать и посмотреть на город с смотровой площадки Санта-Барбара. Мы поднимаемся на крепость Санта-Барбара. Вот по такой дороге, вот она впереди. Так, народ ищет парковки, вот там парковка. Парковочных мест наверху не оказалось, поэтому мы решили спуститься вниз к набережной и попробовать припарковаться и подняться на крепость уже на лифте. А пока мы ищем парковку, я расскажу вам немножко об Аликанте. Аликанте – это красивый портовый город на юго-востоке Средиземноморского побережья Коста-Бланка с населением примерно 331,5 тысячи человек. Город живет за счет туризма, торговых услуг, порта, сельского хозяйства, частично экспорта цитрусовых, оливкового масла и вина. В Аликанте также есть университет. Мы очень хотим попасть на крепость, но вот мы проскочили все парковки. Сейчас мы едем искать другую парковку и планируем на лифте подняться на крепость Санта-Барбару. Мы припарковались на парковке в порту. Парковка дорогая, 2 евро 15 центов за час. Сейчас мы пойдем к лифту и поднимемся на крепость Санта-Барбара. Здесь красиво развивается испанский флаг, фонтан. Жизнь кипит. Сейчас очень тепло, очень комфортно, теплый ветер и просто замечательно. Очень красиво. Обожаю Аликанте. Так, и мы вышли на пляж, к пляжу. И тут очень много народу сегодня. Народ загорает, купается, очень много раздетых людей. Мы пойдем трогать воду? А я да. Кто со мной? Мы с Лизой пошли трогать воду, мальчики не захотели идти по песку. А мы с радостью, с Лизуней везде. Да, Лизуш? Сейчас пойдем потрогаем воду. Мы здесь вот сейчас с краюшку. Кстати, сзади меня крепость Санта-Барбара. Так, ну что, побежали трогать воду? Аккуратненько. Холодная? Так, сейчас я буду трогать воду. Это опасная такая процедура. Ну такая, нет, не холодная, нормальная, теплая. Мы сейчас находимся на пляже Эль-Фастигнет. По протяженности он около километра, а шириной 50 метров. Также этот пляж отмечен голубым флагом и входит в число пляжей с самой чистой водой в Европе. Каждую ночь песок на этом пляже чистят и равняют. Водичка очень прозрачная, ну а вид на крепость Санта-Барбару добавляет ему привлекательности. А мы сейчас как раз и направляемся в лифт. Лифт платный. Сейчас узнаем, сколько он стоит. На пляже есть детская площадка, но это обычно всегда. Есть детские площадочки на пляжах, чтобы детки могли поиграть. Летом они раскаляются до невозможности, а сейчас просто идеально, чтобы деткам поиграть на песочке. Просто детки играют в песочке, при том, что сейчас нет жары, сейчас градусов, наверное, 21, вот так, что-нибудь 23 максимально. Лиза спрашивает, что это за белая штука. Это такой мост. Мы как раз сейчас, скорее всего, по нему и пройдем на ту сторону, чтобы пойти на лифт и подняться на крепость Санта-Барбара.
Кстати, очень симпатичный мост, он такой прозрачный. И потом мы как раз подойдем, вот там огромный тоже фикус сидит, вот он. Я его уже вижу, но я просто знаю, что он огромный. Сейчас мы туда подойдем. Мы пришли, вот там впереди лифт. Непонятно, кстати, работает он или нет. Лифт, к сожалению, оказался закрыт. Ну, мы попробуем еще раз на машине попозже. А тут очень красивый фикус. Огромный, огромный, преогромный. Вот у него такой корень. Очень красивый. А, смотрите, какие классные фикусы. Наверное, это фикусы идешь, и вот так Сережа прям упирается головой. И Владик. Да. Ой, а тут птички поют шикарные. Я все надеюсь увидеть попугайчиков, но пока еще ни разу не видела, кстати. Вместо лавочек стоят вот такие стульчики. И вот там тоже стульчики. Ну, такие они приделанные, конечно же. Вот их не сдвинуть, я их пытаюсь сдвинуть. Это как лавочки. Но только отдельно такие стоящие, чтобы можно было посидеть в тени вот этих чудесных деревьев. Очень здорово они подстрижены. Мне кажется, это самый жаркий день, что только что сейчас показывала. Показывала только что. Плюс 27. Класс. Плюс 27, и это кайф, конечно. Сегодня 30 декабря. Потрясающе. Зима в Аликанте и на Коста-Бланке просто великолепно. Очень теплая, хорошая погода и много-много солнца. Вот дети уже увидели магнитики красивые. Вот у нас такой магнитик вот веерком есть. Пойдем дальше. Нет, Лиз, дальше пойдем. Магнитики всякие разные с Аликанте. Такая прохладца от фонтана. Прям приятно. Здесь написано «Feliz Navidad». Это с Рождеством по-испански. И дальше начинается уже известная набережная Аликанте, которая сделана из большого количества мозаики, вот такими волнами. Очень-очень известная. Я потом даже скажу, сколько там этих мозаичек. Вот там впереди там занесенный в книгу рекордов Гиннесса вертеп. И, кстати, вот этот ангел тоже очень большой, очень красивый. Визитной карточкой города и одной из самых популярных достопримечательностей является Эспланада де Испания. Это широкая прогулочная дорога, которая проходит вдоль набережной и полностью выложена мозаикой, сделанной примерно из 6,5 миллионов мраморных кусочков. А здесь порт Аликанте. Здесь стоят яхточки, катера. А вот уже впереди гигантский вертеп, занесенный в книгу рекордов Гиннесса. Сейчас мы его и посмотрим. Тут дядечка делает фотографии вот таким старым способом, таким вот фотоаппаратом. Выглядит здорово. Действительно огромные, просто гигантские скульптуры. Выглядит, конечно, здорово. И там, наверное, что-то есть, какая-нибудь, может быть, новогодняя или рождественская программа. Вот этот вертеп в Аликанте занесен в книгу рекордов Гиннесса, потому что он просто гигантский. Огромный. Он реально гигантский, классно. Вот как раз 3 короля или волхва, принесшие различные дары новорожденному Иисусу. Как я уже говорила, вертеп в Аликанте включен в книгу рекордов Гиннесса. Он достигает высоту 20 метров. Фигурка младенца Иисуса имеет размер более 3 метров. Фигура Марии 10 метров, а Иосифа 17 метров. Также к композиции относятся 3 короля и 6 фигур ангелов, расположенных в разных уголках Аликанте, одного из которых как раз мы видели в начале набережной, и я его уже вам показывала. Здесь вот такая сцена. Здесь летом проходят концерты. Мы, кстати, много раз видели, да? Раньше летом вот здесь концерты проходили. А сейчас она пустая, но наверняка будет сейчас что-нибудь перед Новым годом. Какие-нибудь выступления, может быть. Продают разные такие штучки, шарфики, магнитики, украшения.
Здесь установлен тоже огромный шарик. Вечером он красиво подсвечивается, я думаю. Я не знаю, останемся мы здесь до темноты или нет. Но сейчас мы прогуляемся дальше. Еще совсем кратенько я расскажу немножко истории. Изначально поселение на месте нынешнего Аликанте было основано древними греками. Датой основания считается 324 год до нашей эры. Затем его захватили римляне, со временем римлян сменили вестготы, а начиная с 8 века тут надолго установилась власть мавров, аж до 13 века. В 1469 году, после объединения Кастилии и Арагона, Аликанте получил статус королевского города. Развитие международного туризма в Аликанте началось с 60-х годов. Вот так кратенько. А здесь цикламены высажены, они рождественские звезды, но тоже красненькие. Потому что в Испании встречать Новый год обязательно в красном белье, поэтому во многих магазинах бельевых все красное. Ну и считается, что это принесет удачу и радость. А вот, кстати, карусель. Но карусель не работает, видимо, только вечером работает. Там стоит елочка, стоит детский батут. Это вот прям на набережной, 2 яхточки. Там сейчас только батуты работают. И все. Остальное все будет, видимо, работать вечером. Такие вот корни свисают. Огромнейший фикус. Просто такой вообще, такая ветка гигантская. Ее держат подпорки. Смотрите, какие подпорки ее держат. Вот такие вот. Сережа держит, да. Кстати, здесь рядом есть город Эльче, а там есть огромная пальма, которую держат тоже подпорки. Вот этот фикус. На нем тут написано. Кому интересно, можете почитать. На паузу нажать и прочитать. Огромный, конечно. Красивый фикус. Такие у него корни. Отростки. Вообще потрясающе, как он так вообще вымахал. Классно. Мне нравится. Прям над головой у меня такие вот корни воздушные. Мы уходим от набережной вглубь города. Здесь тоже народ сидит, кушает, выпивает. Мы идем вперед. И сейчас пойдем на улицу, где большущие грибы. Здесь вообще в Аликанте я заметила, все большое любят. Большой вертеп, большущий шар, большущие грибы. Ой, а что-то там внутри интересно, сейчас посмотрим. Так, здесь сейчас за заборчиком вот такие вот. И опять огромнейший фикус. Вообще я хочу сказать, что я нигде вот больше в Испании, ни в каких городах не видела такого большого количества фикусов. По крайней мере, мне не попадались. В Аликанте прям их очень-очень много. Вот таких гигантских, с такими вот корнями воздушными и невоздушными. И вот мы вышли на улочку, где как раз вот эти грибы гигантские. Они забавные. Дальше там будут горочки. Улица Сан-Франциско с гигантскими мухоморами – еще одна достопримечательность города. Она расположена в самом центре, между площадьми Портал де Эльче и Пуэрто де Сан-Франциско. Еще в начале 21 века эта улица имела очень плохую репутацию. Там процветала нелегальная торговля, проституция и преступность. Грязную, плохо освещенную улицу обходили стороной не только туристы, но и местные жители. Все изменилось в 2013 году, когда городские власти решили облагородить эту улицу, сделав ее пешеходной и привлекательной для туристов. Идем по улочке, по грибной улочке, можно сказать, идем. Лиза готова фотографироваться с каждым. То есть здесь мы долго будем идти. Как в Андорре мы фотографировались с каждым, так и здесь будем, видимо, с каждым грибом. Конечно, гулять по этой улице с детьми одно удовольствие. А улица, кстати, называется улица Сан-Франциско. Или проспект. По инициативе мэра Аликанте городская казна выделила 60 тысяч евро на проект по созданию на этой улице тематической зоны «Уличные грибы». В 2014 году на этой улице открылось множество кафе, детских магазинов, кондитерских и ресторанов. Вот такие аппетитные булочки. Цены, кстати, нету. Неизвестно, сколько стоит. Лизонька увидела, что вкусненько. Такие домики разноцветные. Мне очень нравятся. Синий, красный, оранжевый. А внизу пекаренка со всякими пирожочками. Сейчас посмотрим, что за пирожки там продают.
Вот с нутеллой, с рокфором вот такие вот пирожочечки. И там еще разные пирожки с разными начинками. Цена, кстати, таких пирожочков 2 евро. Здесь я увидела вот такую гигантскую ногу. Что это такое за нога? Такой вот нарезают здесь какие-то бургеры. Не знаю, хорошее это место или нет, но выглядит аппетитно. Такая большущая нога. Но посидеть особо негде. Красивые такие домики. А мы в очередной раз столкнулись с тем, что мы хотим кушать. А сейчас без 5-4. И все ресторанчики начинают закрываться, которые нам понравились. Мы сейчас будем искать, где бы нам покушать. Смотри, как красиво, Лиз. Украшено. Смотри, какие белые голуби. В тени больших фикусов очень красиво выглядит вот такое вот кафе. Но мы туда сейчас, я думаю, не пойдем, потому что мы хотим все-таки уже поесть. Похоже на португальские жинжинные. Пока у нас убирают столик, мы нашли ресторанчик итальянский, решили поесть что-нибудь итальянского. А вот здесь прям рядышком вот эта церковь. Она закрыта, все церкви закрыты до 6. То есть здесь все закрывается. И возможно, что если мы до 6 подождем, то зайдем вовнутрь и поснимаем, что внутри. Вот. Выглядит очень красиво. Так, а вот на этой улочке мы планируем покушать в итальянском, вот в этом ресторане, называется Sail and Pay. Пиццерия. Блюдо симпатичное приносит, надеюсь, что вкусное. Сейчас мы это и попробуем. Здесь такие вот очень красивые балкончики. Так, а уже столик убрали, и все уже сели. Здесь каминчик такой. Вот. За путешествие. Пиво тоже очень хорошее. Сан-Мигель, испанское. Принесли нам пиццу. У меня пицца с буратой, пармской ветчиной, пармезаном и трюфельным соусом. И принесли Сереже пиццу. Ух ты, с фисташковым. Четкая. Обляпаться можно легко. Как не обляпаться? Да. Первый дегустировать решил Владик. У него, значит, бекон, моцарелла ди буфало, крем из трюфеля. Ну, как тебе? Очень вкусная. Очень вкусная. У Лизы мороженое. Так, а у Сережи с фисташковым кремом. Так, и у тебя прям такая колбаса, как будто бы. Хорошая? Бурак прекрасная. Так. Вместо жидкий, у нее сильно чувствуется. Так, ну сейчас буду пробовать и я. Начинаем дегустацию пиццы. Как она называется? Так, ну пробуем. У меня очень вкусная. Там божественная. Рекомендациончик от меня. В общем, мы покушали очень вкусной итальянской еды и пошли немножечко пройтись еще. А это площадь. На самом деле, здесь обычно летом фонтан, и детки бегают, купаются в фонтане. А сейчас здесь украшено все к Новому году, потому что Рождество уже прошло. И сейчас здесь, кстати, смотрите, как красиво украшено все. Посмотрите. Вот так называется площадь. В общем, здесь вот так. Сегодня будет здесь концерт. И уже он начинается. Народ потихонечку приходит. Вечером зажжется елка. И будет, я думаю, очень красиво. А, там он уже начинает. Они распеваются. Или, может, репетиция. Ух ты, здорово. Мы вошли напротив, вот это где концерт. И здесь просто тоже гигантские двери. В общем, гигантомания точно в этом городе присутствует. Дали, кстати говоря, 73-й год. Ой, как здорово! А здесь Бетлеем. И там гора как раз Санта-Барбара. Вот как раз это Аликанте. Море, лодочка. Здорово как. А вот здесь новорожденный Иисус. Здорово.
Там украшены арки вот такими сухоцветами. Я сначала думала искусственные, но потрогала, это все настоящее. Это все такие подсушенные, засушенные травки, цветочки. Выглядит очень красиво. На самом деле здорово выглядит. Лучше, чем если бы это было пластиковое что-то. Вот. Ну, а мы идем гуляем по городу дальше. А прямо за елкой уже там море. А вот по той улочке мы гуляли, там вот мы кушали. И сейчас мы идем и гуляем дальше по городу. Это вот, кстати, вот арочка, мы оттуда вышли, и там как раз был классный Бетлем аликантийский. А здесь вот апельсинчики висят, но тут как-то мало апельсинов, такое облезшее немножечко апельсиновое дерево. Но все равно очень приятно, все равно здорово, что висят апельсинчики, и это классно. А елка еще, к сожалению, не зажглась, и я думаю, что дети нам уже не дадут остаться до темноты, потому что они уже устали. Сейчас уже солнышко садится, и уже все выглядит немножко по-другому. Я думаю, совсем скоро здесь все загорится, набережная будет выглядеть еще красивее, чем днем. И, может быть, мы дождемся и посмотрим. Посмотрим. Пока не знаю. Аликанте. В воде стоит серфингист, наверное. Серфингист. Ну, если нет, поправьте меня в комментариях. Кстати, вот там впереди казино. Белые голуби. Вот такие, и не только белые. И опять огромный-огромный фикус. Сейчас будем кидать монетки, чтобы вернуться. Нам здесь тоже очень нравится. Ты будешь кидать монетку? Покажи зайца, которого тебе купили. Сейчас включи его, покажи, как он работает. Хорошо работает. Вот так. Да, вот так прыгает. Здорово. Здесь, кстати, очень классно пахнет морем. Здесь достаточно глубоко, на не видно. И вода такая непрозрачная, потому что уже темнеет, уже закат. Вот такое Аликанте прекрасное. Не знаю, попадем ли мы сегодня на Санта-Барбару или нет. Ну, попробуем, рискнем еще раз. Подъедем туда на машине. Так, ну что, кто первый? Владик кинул монетку, чтобы вернуться. Чтобы вернуться, кинула Лиза. Кидает Сережа, чтобы вернуться. И сейчас кину я. Давай. У меня 2 цента. И что? Ну а мы уже сидим в машине. Сейчас рискнем последний раз, попытаем счастье и поднимемся еще раз на крепость Санта-Барбара. Возможно, она будет открыта или будут парковочные места. Сейчас посмотрим. Ну, главное не сама крепость, главное просто даже побродить, походить по стенам, и оттуда открывается очень красивый вид. Сейчас мы попробуем туда еще раз подъехать. Ну, не получится, значит не получится, ничего страшного. Небо сейчас, конечно, очень красивое. Вот трамвайчик едет. Как раз едет в сторону Бенидорма. Вот такой трамвайчик соединяет Аликанте и Бенидорм. А мы поднялись наверх. Сейчас паркуемся. Не знаю, открытое или нет. Но отсюда потрясающий вид на город Аликанте. И сейчас шикарнейший закат. Просто вообще. Мы припарковались вот там, куда заезжает сейчас машина. Мест там практически нет. Вот сейчас закат. И сейчас мы нашли одно местечко. И сейчас мы идем вот туда вперед. Здесь, кстати, достаточно большой уклон.
И после еды самое, что нужно, чтобы скинуть лишние килограммчики, которые только что наели. Вид на Аликанте сверху, с горы Санта-Барбара. Ну как тебе, Сереж? Ну, я люблю, когда ровная поверхность. Любит, когда ровная поверхность. Я тоже люблю, когда ровная поверхность. Ну что делать иногда? Чтобы посмотреть, нужно немножечко поднапрячься. Вход туда уже, к сожалению, закрыт. Но мы, наверное, сейчас не остановимся на достигнутом, пройдемся немножко туда и попробуем обойти с той стороны, чтобы посмотреть на море. Ну, сейчас пойдем здесь походим, посмотрим. Здесь мы, кстати, ни разу не были в этой части. Идем дальше. Вот там есть такой проход, и там, похоже, еще не совсем село солнце, еще красивый закат. Сейчас посмотрим. Ух ты, классно, это здесь спуск. О, здесь какой вид! Вау! Вы посмотрите, какая красотища! Просто супер! На самом деле, вот туда вид красивый. Вид обалденный, конечно. Очень красиво. Даже если вы не попадете в крепость Санта-Барбара, вот здесь есть такая стена и небольшой парк, с которого открывается вид. Кстати, вот это арена для корриды, наверное, и вот там елка. Вид, конечно, вообще супер. Вот, кстати, парковочка, на которой мы припарковались. И такой спуск, вообще здорово. На самом деле выглядит очень здорово. Место очень романтичное для парочек, для тех, кто хочет просто вот здесь побыть вдвоем. Здесь, конечно, не очень вдвоем, здесь народу достаточно, но просто очень красивое видовое место. Ощущение, как будто там обрыв. На самом деле, конечно, там обрыва нет, там лестница, но выглядит, конечно, просто здорово. Город очень красивый. Обязательно стоит сюда съездить, посмотреть, если вы где-то рядом, в каком-то ближайшем, на каком-то ближайшем курорте отдыхаете или зимой вы едете, потому что я знаю, что сюда летает Ryanair или какие-то другие авиакомпании. Можно прилететь сюда и побыть здесь несколько дней однозначно, погулять, может даже недельку, летом вообще прекрасно, море, солнце, пляж и много красивых мест. Здесь еще в округе много красивых на самом деле мест, которые можно прекрасно посетить, посмотреть. Ну а мы прощаемся с вами. Надеюсь, наша небольшая видеопрогулка по Аликанте вам понравилась. Очень ждем ваших лайков и комментариев. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. На нашем канале много интересных видео из разных стран и городов. Также заходите на нашу страничку в Instagram. Там мы выкладываем много фото из наших путешествий. И как всегда, до новых встреч!